вечер. Сегодня я хочу поговорить об инкубаторах. Первый мой опыт с инкубаторами начался в начале 90-х годов. Первый инкубатор я сделал самостоятельно. До сих пор они еще работают, но там нет возможности автоматического поворота яиц, нет возможности регулировки влажности. Чисто интуитивно, заменой одних ванночки на другие, методом, скажем так, тыка. Тем не менее, инкубаторы до сих пор работают, как я уже сказал, и дают неплохие результаты. Но сейчас, когда я уже сам непосредственно занялся птицеводством, я приобрел для себя первоначально инкубатор Лупер. Это инкубатор, который производит в Саратове, линейка Норма, Блиц Норма. Соответственно, сейчас они расширили перечень производимых ими изделий. И недавно я купил инкубатор этой же фирмы под названием Вегас на большее количество яиц. И вот именно об этом инкубаторе я сейчас хочу рассказать. Уже есть небольшой опыт его эксплуатации. Выявлены определенные плюсы, определенные минусы. Тест продолжается. Но о том, что уже сейчас уже выяснено, я сейчас буду рассказывать. Упаковка уже мною вскрывалась непосредственно в интернет-магазине. Я проверял, что там происходит внутри, как дошел товар. Все дошло, несмотря на отсутствие второй упаковки, хорошо. Я это проверил. Проверил комплектность прямо непосредственно в магазине. После этого оплатил. Оплачивать пришлось наличкой. Интернет-магазин купи на дачу. Таким образом работает. Вот тут чек сверху, на основании которого происходит оплата. Как мне объяснила женщина, почему наличка происходит оплата, из-за того, что чек компания присылает заранее. Итак, вскрываем коробку инкубатора. По размерам он точно такой же, как инкубатор Лупер 72 этого же производителя, имеется в виду по ширине, а по длине немножко больше. За счет этого, в общем-то, и увеличена емкость инкубатора с 72 до, соответственно, 90 яиц. Внутри еще одна упаковочка. Как видите, тут лежит крышка, немножко отличающаяся от той крышки, которая присутствует на инкубаторе Лупер 72. Там просто два куска прозрачного пластика толщиной по 10 миллиметров. Тут тот же поликарбонат, только десяточка обклеена снаружи чуть-чуть для плотности. Здесь же выполнены смотровые окошки и пластик более плотный. На сайте производителя написано, что для того, чтобы более теплый оказался инкубатор. Ну, посмотрим, время покажет. С моей точки зрения, достаточно неудобно в том плане, что когда прозрачная коробка, сразу видно все яйцо, и в процессе вылупления можно посмотреть, какие яйца проклюнулись, какие цыплята вылезли. Не надо будет открывать коробку, непосредственно крышу скрывать и смотреть, что происходит. А здесь же так уже не получится, но тем не менее. Итак, что у нас тут внутри? У нас тут внутри бутылки в металлическом корпусе, жестко увеличивающие. Опять-таки получается, что в этом корпусе большего объема бутылку предполагается не поставить. Либо надо будет для того, чтобы, допустим, у вас более долгий процесс отсутствия, чем намечался, получится, и больше хотите воды залить, другую тару поставить, что-то придумать для укрепления жесткости. Но это по времени посмотрим. Вот, это непосредственно пластиковые под бутылку из пенопласта жесткого формочки. И вот разливные
По всей вероятности, вот так вот. Я еще никогда не пользовался такого рода конструкцией. Почему? Потому что в Упере 72 нет такого. Там приходится механически доливать. Все жалуются на это, но я лично никакой проблемы в этом не вижу. Когда ставишь вам ванночки в крайнее положение, они великолепно наливаются, не мешают. Ничего там сверхъестественного нету. Тем более, что крышка состоит из двух половинок. Маленькую снимаешь, доливаешь, и даже при этом температура не падает. Вот. Вот эта конструкция, она, конечно, хороша в плане того, что при эксплуатации не надо заморачиваться, проверять уровень, просто открыл бутылку, залил. Но с другой стороны, если у вас маленький объем помещения, или, допустим, не то, что помещение, полка строго под инкубатор, то как бы получается боковое расположение уже прикинуть этих бутылок будет не очень удобно, надо что-то изобретать. Они хотя бы, ребята, которые изобретали это дело, могли бы подлиннее сделать трубочки с тем, чтобы можно было вывести с торца инкубатора эти бутылки. И на длинной поверхности можно было располагать. Так придется более широкую поверхность по это искать. Но, тем не менее, это не такой уж важный нюанс. Что положительно, в этой модели в наличии имеются карабинчики для подключения аккумулятора. На Opel 72 аналогично есть возможность питания от аккумулятора, но вот таких карабинчиков не было. Пришлось покупать их самостоятельно, изобретать. Ну, сделаны, конечно, не такие большие деньги, настоящая проблема, но мелочь, а приятно. Вот, коробочка. Коробочка точно такая же, как на Opel 72, но длиннее где-то сантиметров на 10, за счет чего два ряда яиц добавляется, и получается уже 90, а не 72 яйца. Написано было, что универсальное крепление вот с одной стороны с металлическим корпусом, вставочка металлической, крепление на торце, и с другой тоже. То есть, да, действительно, можно с любой стороны будет поставить эту рамочку, не заморачиваясь поиском той стороны, которая нужна. Не ошибетесь. Что у нас внутри отличного от Opel 72? Да ничего, все то же самое. Единственное, что в отличие от Opel 72, другой корпус, более легкий, но по всей вероятности не столь надежный. Это пенополистирол обычный. Для жесткости вот тут немножко приклеены уголки. Вот. Но с другой стороны, могли бы и вот вверх проклеить, уже потратиться с тем, чтобы, я думаю, более практично служил данный агрегат. Потому что так или иначе какие-то вещи сверху будут ложиться, как-то что-то будет им проминаться. Вот это, я считаю, непрактично. Можно было доработать. Там по цене бы им это дело обошлось в сущие копейки. И потребителю тоже. Но, тем не менее, этого не сделано. Вот. Вот тот самый коврик, про который много написано. Который очень удобен. В плане того, что когда его снимаешь. Тут еще умудриться, надо его снять. Не буду его пока трогать. Легко он достается якобы, и потом не надо ничего убирать. Я так думаю, что такую клеенку любой сам может себе туда постелить. Это всего лишь рекламный ход. Опять-таки, она вырезана так, что закрывает эти самые дырочки. С небольшим запасом она вырезана. Дырочки под шланги для системы увлажнения. Так, что у нас здесь? Здесь розетка. Немножко другой конструкции. Входы для аккумулятора. Ну, а так все то же самое. Единственное, что сразу бросается в глаза, это дополнительные инструкции на лобовой панели по эксплуатации данного инкубатора. И перепад влажности несколько иной. На Blitz Looper 72 55 минимальное значение, по-моему, если память не изменяет. Или там тоже 55-35. Посмотрим сейчас. Тогда, в принципе, то же самое. Все та же самая и та же индикация.
Ничего нового. Я, когда стал вопрос о расширении парка инкубаторов, решил купить именно этот вариант не потому, что мне не нравится Ultra 72, к нему претензий нет вообще, за исключением, может быть, в последнее время, на третьем году эксплуатации, чуть сильнее начал шуметь, может, просто кажется, не знаю. Вот. А этот агрегат просто немножко побольше, как бы 72 и 90, ну, буквально на 18 яиц, но тем не менее. Вот. А, кстати, да, не на 2, на 3 ряда больше. Вот эта решеточка получается тогда. Вот. На 18 яичек, на 12. И, соответственно, ценник. Ценник и вот эта вот опция по воде. Будет возможность при необходимости оставить на недельку хотя бы инкубатор, уехал куда-то в отпуск, в том случае, если вот так сложится, что отпуск и инкубация наложатся друг на друга. Вот, я хочу проэкспериментировать, насколько хватает воды в этих бутылках, с тем, чтобы потом уже знать, на какой срок можно оставить инкубатор при необходимости. Хотя это, конечно, не есть хорошо. Здесь все-таки на определенный момент надо яйца уже начинать проветривать. Но в начальном цикле, в принципе, это вполне возможно. Вот. Аккумулятор подсоединить, чтобы не бояться отключения электроэнергии, и куда-то путешествовать. Так вот, он по цене, именно в магазине интернет купить на дачу. Кстати, там же я покупал и свой первый инкубатор. Тогда тоже по цене это было приемлемо. Была акция новогодняя, за 7000 рублей продавался этот инкубатор. Все нормально, как бы. Единственное, что в связи, наверное, с новогодними праздниками, там написано было, что якобы в течение суток доставляется в город Санкт-Петербург. Подъезжайте, забираете, но пытался заказать я 6 числа, получилось только 10. Они извинились, сказали, что у нас праздники, служба доставки не работает, будет только 9, а потом еще раз менеджер звонил и сказал, что будет 10. Поехал, забрал, проверил комплектность, все нормально. Будем проверять. Но об этом чуть дальше. Продолжение сюжета про приобретенный инкубатор матрицы Вегас. Испытания, скажем так, начались. Да простят мне производители, но высшее образование, полученное в Советском Союзе, и то, что первый свой инкубатор я сделал еще в 92-м, который до сих пор еще работает, я немножко доделал или переоборудовал его, сделал подводку воды для регулирования влажности сбоку, так как полочка у меня узкая, и сбоку бы, вернее, с торца сбоку бы не поместилось. Удлинил несколько трубочки. Вот. И те стяжки, которые были применены для фиксации бутылок, объединил в одну большую и зафиксировал бутылки с торца инкубатора с тем, чтобы можно было их разместить. Разместил его на лоджии, температура на лоджии 16 градусов, влажность 57%. Ну, влажность это вопрос отдельный. По поводу температуры. Меня очень волновал момент, так как указано в ТТХ данного агрегата, что перепад температур внешних, при котором он может работать 17-40 градусов. Ну, нижний, кстати, градиент понятен, то есть выше какой температуры может он нагонять необходимую температуру. Верхним немножко непонятен, если, допустим, 38 градусов температура, которая необходима для инкубации. Каким образом? Чисто за счет вентиляции и испарения влаги снижать до 2 градуса? Ну, возможно. Экспериментов я таких не ставил, надеюсь, необходимости их не будет. Что хотел сказать. Очень бюджетное исполнение. Ну, понятное дело, и цена как бы не особо кусается. Хотя
Люди все разные, кому-то и лишняя 1000 очень дорога. Вот, я приобретал его исключительно исходя из того, что чуть побольше, чем Лупер 72, и как бы те же параметры, плюс, как я уже сказал, наличие возможности оставлять на определенный срок при наличии емкости с водой. Хотя, в принципе, продается все это дело, имеется в виду составные элементы данной конструкции отдельно, можно и Лупер 72 переоборудовать под независимое питание водой. Ничего сложного в этом нет. Но тем не менее. Так вот, очень такая конструкция бюджетная. Для того, чтобы крышечку эту поставить на место, приходится ставить ее домиком, чтобы она при этом распирает как-то там края. Может, для того, чтобы более плотно это было сделано. Так вот просто, как видите, оно не встанет. Приходится приподнимать. Возможно, потом, когда после времени эксплуатации продавится, она будет так становиться. Но пока вот таким вот образом. Вот она, кстати, встала здесь горбом. Не встала на место. Писк немножко другой, не как у другой тональности, нежели у Лупера. Но это не столь важно, это мелочи все. Вот. Самое главное, что то, что держит температуру 37,8 градусов даже в тот момент, когда снаружи меньше 17 градусов. Получилось переоборудовать систему водоснабжения таким образом, что умещается инкубатор на полке. Прогоню его сутки. Посмотрим, как будет держать температуру. Опять-таки, в ночной период, несмотря на то, что лоджия утеплена, здесь возможно понижение температуры. Опять-таки, при понижении температуры наружного воздуха. Возможно, здесь будет температура более низкая. Хочу в этот момент проверить, при каких температурах он может держать заданные 37,8. Имеется в виду при внешних температурах. Вот. Пока вот на таком моменте мы остановились. Аккумулятор пока не подсоединял. Аккумулятор он еще на себе не заработал, этот инкубатор. Один большой плюс. Очень-очень легкий. Не требует тех усилий, которые требуют выполненные из фанеры блицы. Там они, ну, мужчина-то, в принципе, нормально с ним может обращаться, а женщине достаточно тяжело фанерный ящик этот перемещать. Начинка, в принципе, электронная вся та же. А вот корпус легкий. Хотя, конечно, Лупер 72 выигрывает в плане того, что там тройное покрытие, он более жесткий. Это чуть-чуть плотнее, чем пенопласт, полистирол. И вот краешек все-таки, к сожалению, моему глубокому, не защищен ничем. Ничем не защищен. Я так думаю, что после того, как прогоню тест-драйв, он покажет себя, надеюсь, с лучшей стороны. Не поленюсь, куплю этот пластиковый уголок, обклею с тем, чтобы наружная обшивка не страдала. Безбоязненно можно было с ним работать. Все работает, имеется в виду дистанционное управление поворотом, работает изменение влажности, это сам движок во всяком случае, передвигается. Потом вот этот же китайский измеритель температуры и влажности, он единственный у меня проверен, соответствует влажности реальной. У меня была возможность с помощью взятого у друга электронного агрегата точного проверить измерение влажности. Температуру на 0,03 градусов он занижает, а влажность показывает плюс-минус там 1%. Достаточно точно. Вот этот агрегат я положу непосредственно в инкубатор. Проверим, какого же уровня влажность он у нас поддерживает, с тем, чтобы понять качество его работы.
Вот. И температурку, соответственно, насколько точно температуру он держит. Исходя из этого будем делать предварительные выводы, так как, в принципе, окончательные выводы покажет только практически опыт инкубации яиц в данном инкубаторе. Сейчас у меня готовится к выводу УПЕР-72 партия яиц породы Джерсийский гигант и совсем небольшое количество яиц кремового легбара. Кремового легбара я положил на несколько дней позже, поэтому получается так, что мне необходимо будет завтра уже останавливать поворот в УПЕР-72. И те яйца, которые еще должны поворачиваться, то бишь легбара, я положу сюда, мы их заложим, посмотрим, как они будут развиваться, и потом выходить. А потом тоже будет небольшой ролик. Вот. Небольшое послесловие по скриптам. Если кто-то, подсмотрев мою методику, захочет также переоборудовать свой инкубатор, дабы не было потом в мою сторону плевков, сразу подсказываю, что здесь с торца, с левой стороны, находится вентиляционное отверстие. И если будете вот таким образом решать вопрос с переносом емкостей с водой в торец инкубатора, ни в коем случае не загораживайте их, так как этим вы нарушите систему работы самого инкубатора по регуляции влажности. Вот. Это как бы маленькое предупреждение, чтобы вы ни в коем случае не сделали такой ошибки и потом на меня не ругались. Ну и да простят меня производители данного агрегата за такие доморощенные доработки. Посмотрим, как все это дело отработает. Второй день испытаний инкубатора матрицы Vegas. В первый день, точнее первые сутки, он отработал на 5 с плюсом. Температура, наружная температура опускалась до плюс 8. Проветривал лоджию я специально, чтобы проверить возможности инкубатора. 37,8 жестко он держал без каких-то проблем. Поэтому после этого я заложил туда 8 яиц кремового легбара. Изначально их было 10. Лежали они в УПЕРе. 2 оказались неплодом. Вот оставшиеся 8 развиваются. А в УПЕРе уже начался выклев Джерса. Но это отдельный разговор. Таким образом, вот сейчас я проветриваю инкубатор матрица Vegas. Точнее, не сам инкубатор, а то, который там инкубируется. Сейчас по срокам необходимо каждый день проветривать инкубируемое яйцо. И вот параллельно хочу показать, значит, на лоджии у нас влажность 52%, температура 16,2, ну добавляем еще как минимум 3,4 градуса, то есть где-то вот 16,7, порядка 17 градусов. При этом Vegas спокойно это дело выдерживает. Температура непосредственно в инкубаторе, к сожалению, я уже достал оттуда датчик, показывала температуру, потом еще отдельно, может, сниму. 37,3, то есть где-то 37,7 он показывает, то есть если на 0,01 градуса меньше температура, и то она как бы, датчик лежал вот здесь, вот в этом углу, соответственно, в начале, скорее всего, строго 37,8. И влажность вот непосредственно здесь, в этом краю, двумя ванночками была 47%. Соответственно, для инкубации куриного яйца, я считаю, великолепно. Необходимые параметры соблюдаются. Но опять-таки, сейчас, во-первых, проверим, как у нас будет выход на окончательной фазе уже, соответственно, инкубации кремового легбара. А затем, через буквально через недельку, я хочу заложить уже большую партию яйца кремового легбара, австралорпа и пушкинской пестрой, как ее сейчас начали называть. Хотя
В простонародье обычная Пушкинка. Хочу съездить в Генофонд, взять там яйцо. Заложим и посмотрим, какой будет выход. А пока, сейчас вот уже 5 минут на проветриваемся, еще 5 минут, будем закрываться и дальше, соответственно, продолжать инкубацию. Пока, слава богу, сбоев нет. Итак, матрица Вегас. Тест продолжается. Сегодня у нас 19-й день инкубации яйца кремового легбара. Там все у нас 8 яичек. Вчера остановил поворот, снизил температуру до 37,5. Повысил влажность до 75% с двумя ванночками. Одно яичко закачалось. Как я уже говорил, нюанс такой, что в смотровой окошке очень сложно разглядеть состояние инкубационного яйца. По факту меньше освещения, чем при прозрачной крышке. И сами окошки небольшие, всю площадь яйца не осмотреть. Вот в этом моменте небольшой, скажем так, проблематично. В том плане, что если стоит инкубатор в достаточно прохладном месте, как у меня, вот у нас, еще раз покажу, два китайских прибора, можно их так назвать, измеряет влажность и температуру. Ну, на обоих приборах разная температура и влажность. Ну, приблизительно ситуацию понять можно. Порядка 16 градусов на лоджию температуры и порядка 50% влажность. Так вот, из-за того, что здесь достаточно прохладно, лишний раз открывать инкубатор не хочется, проверять яйцо, так как цыплята могут просто-напросто замерзнуть. Поэтому это немножко неудобно. Но, тем не менее, я думаю, что-нибудь придумаем, справимся. Вот. Наиболее точные показания, как из опыта я говорю по поводу вот этих вот китайских агрегатов, дают точно такие же агрегаты, не знаю, видно, не видно, у меня там такой лежит, с проводом, с датчиком, выведенным из внешней, скажем, наружу с оболочки, на внешние какие-то элементы конструкции измеряемой температуру ложим. И достаточно точно все показывает. Я вот вчера снизил температуру на непосредственно инкубаторе и показала сразу 37,6, а до этого показывал 38. Хотя здесь было 37,8, ну, соответственно, плюс-минус сотую градуса уже мы им простим, но точность достаточно хороша. И сразу влажность повысилась. До этого была 50 и стало 72. То есть с дистанционно выведенным датчиком такой прибор показывает достаточно точно. Но в любом случае, покупайте их несколько, они стоят какие-то копейки сущие. Проверяйте, тестируйте и эксплуатируйте. Тест инкубатора Matrix Vegas продолжается. С утра сегодня проклюнулось 2 яйца. Слышу писк. Вон у нас первый цыпленок. Легбар девочкой. Сейчас пускай немножко полежит. Там еще одно яйцо проклюнутое. Желательно, чтобы тоже цыпленок вывелся. И можно отсаживать в переносочку, чтобы одной ей там не скучно было. Вот. Ну а мы будем ждать продолжения выхода. Ну вот, температура в переносочке поднялась до 34 градусов. Девчонку мы пересадили. Она уже, несмотря на то, что вылупилась совсем недавно, уже бегает, что-то ищет клевать. Активная живая птица. 7-й вылупляется. Сейчас вот забирал мелкую. Трещало яйцо. Вылезает там еще один цыпленочек. Эксперимент с тестированием инкубатора матрицы Vegas подходит к логическому завершению. Вчера в обед вылупился первый из цыплят кремового легбара, на которых, в общем-то, производился эксперимент. 8 яиц, напомню, я положил. До этого они инкубировались в инкубаторе Лупер.
вместе с инкубационным яйцом диеретического гиганта, но были заложены чуть попозже, поэтому я их убрал, положил вот этот инкубатор и продолжил инкубирование. 2 дня назад остановлен был поворот, температура выставлена 37,5 градусов. И в итоге вчера в обед вылупился первый, и дальше в течение ночи еще 4. Причем 4 девчонки, 1 пацан. 2 яйца наклюнулись, одно, по-моему, замерло. Вот я приехал сейчас с работы на обед, и вот девчонка у нас одна есть. Еще яичко одно наклюнуто. Будем надеяться, что там уже пошел накол по радиусу, чтобы скоро вылезет. Одно яичко, к сожалению, молчит. Хотелось еще рассказать по поводу инкубационного яйца. Собственно, человек заказал 7 штучек. Я думал, что с учетом того, что у меня птица несется 4 яйца в день, не откладывая заранее, за 2 дня до того, как закладывать яйцо, с легким сердцем собрать и заложить. Тем более, что все предшествующее яйцо тут вообще не залеживается, разбирает, в очереди стоят. Вот. Ну и, как обычно, накладочка. Девчонки снесли не 4, а 3 яйца 2 дня подряд. Пришлось еще и 3-й день ждать. А там они 4 снесли. Заложил я 10 штучек. Причем при аскопировании заметил, что 3 яйца были с боковым расположением воздушной камеры. Все-таки я решил их положить. Вот, подписана буква Б, причем именно в том месте, где при аскопировании была воздушная камера обнаружена. Ну, здесь хоть более-менее ближе к верхнему тупому концу, где и должна быть воздушная камера. А здесь посередине, даже ближе к острому концу. Еще одно яичко тоже вылупился из него птенчик. Примерно так же располагалось. Плюс 3 яйца были испачканы, и я, как обычно, помыл марганцовкой. Опять недавно вышел у меня спор с одним птицеводом, который кричал: категорически нельзя мыть яйца, пускай они лучше будут в помете. Это естественно, так вы смываете и так далее. Не знаю, вот еще раз убедился в том, что помытые ванночки из марганцовки в слаборозовом растворе яйцо потом дает великолепные результаты. Вот оно было. Мытое, и птенец вылупился. Есть первый тоже вылупился из мытого яйца. Ну, одно, правда, да. Одно яичко мытое замерло. Вот. Но это я не думаю, что из-за того, что помыл. Просто так сложилось. Вот, сейчас цыпа будет перенесена в переносочку. Переноску я уже показывал. Это вот такой вот кофр а-ля Ikea. И там китайский коврик. Вот такой вот. Сейчас дождемся, когда температурка поднимется градусов до 30. Я принес переносочку из цыплятника. Там прохладно. Соответственно, относил туда 5 первых. Сейчас прогреется, и сюда положим выпившуюся девчонку. Ну, дождемся, когда выпьется 7-й, даст Бог, все будет нормально. И будем звонить заказчице, чтобы приезжала девушка. Малышня посажена в броду. Вот крайняя девчонка, которая выпилась, еще не обсохла, уже пытается что-то клевать. Я сначала посчитал, показалось мне, что здесь 6 девчонок и 1 пацан, но при ближайшем рассмотрении казалось, что все-таки пацана-то 2. Ну, в любом случае, это очень хорошее соотношение. До этого почему-то девчонками в выводах совсем все плохо было. А вот уже второй вывод. Сегодня еще девушка одна звонилась, у нее из 6 получившихся цыпляток 4 девочки, 2 мальчика. Но она брала, заказывала 15 яиц, я из-за дальней дороги доложил еще парочку. Получилось почему-то у нее всего 6 цыплят и 3 задохлика. То есть 8 она сказала, то ли не оплод, то ли просто не пошло развитие яйца. Ну, тут очень такой нюанс, она что-то передержала, там пару недель положила яйцо не сразу по получению, а через какое-то время. Тут, я думаю, сработала дорога. Но по поводу 2 недель я просто еще немножко не знаю, скажем так, при какой температуре хранилось яйцо, в каких условиях. Но в любом случае,
тоже больше девчонок. Вот. Часть денежки я вернул, потому что если 8 не опут, то, в принципе, моя вина. Вот. Но, тем не менее, человек доволен. Вроде как семья должна у него получиться. Если там 2 Петьки и 4 девчонки, я думаю, все будет хорошо. Вот такие пирожки. В общем-то, инкубатор матрицы Vegas протестирован. Я уже хотел закрывать эту тему, но в одном из чатов один птицевод написал, что при полной закладке яиц он замерял температуру и влажность в конце инкубатора, то есть, грубо говоря, не в начале, а в самом конце. И здесь температура была ниже у него на 0,6 градуса почти. И влажность, процент влажности отличался от влажности непосредственно над ванночками почти на 15%. В принципе, если это так, то это достаточно критичные значения. Посему решил для себя следующий момент. Сейчас вот буду вычищать инкубатор после вывода 7 цыплят, дезинфицировать его макловитом и закладывать свою партию яйца завтра. Сегодня еще хочу съездить в Пушкинский генофонд, взять 30 яиц пушкинской пестрой. И вместе со своими легбарами, австралорпами и небольшим количеством яйца голубой цесарки заложить. То есть не на заказ, а для себя, чтобы не подводить никого, в самом плохом случае себя. Заложить эту партию яйца и посмотреть, какая же реальная температура будет, скажем так, в самом дальнем углу инкубатора. Опять-таки влажность. Вот с помощью вот такой вот штуки. Не подумайте, что реклама, просто из-за того, что самый дешевый прибор, мне он нравится. И как бы достаточно надежный, как я уже говорил, при наличии вот такой вот дистанционной фигни. Ну, здесь датчик просто стоит удаленный, который можно достаточно далеко дистанцировать непосредственно от агрегата. Вот в этих вот такого нету, и показания не такие точные. Вот здесь вот, по всей вероятности, датчик стоит за вот этой вот тройной щелью. Здесь она тоже есть, но есть вывод еще и непосредственно датчика на проводе. Так вот, посмотреть, во-первых, какие реально будут данные влажности и температуры. Я посмотрел по ТТХ, вот этот вот вентилятор, он очень мощный. По сравнению, мощнее, скажем так, чем тот вентилятор, который стоит на опере. Но по объемам инкубатор такой же, как 120 норма, 120 Блиц норма 120, по-моему, так называется. Короче, на 120 яиц. Но там еще в конструкторе предусмотрен дополнительный вентилятор, который находится вот здесь вот как раз таки. И немножко действительно смущает вот эти ванночки, которые не длинные, а коротенькие. В опере они достаточно длинные и располагаются, ну, когда делаешь их, располагаешь вдоль всего корпуса, вот по краям ставишь, и, соответственно, более-менее равномерное распределение влаги. Посмотрим, продумали этот момент матрицы Vegas. Агрегат достаточно новый. Недавно вышел в продажу, разработан разработчиками совсем недавно. Ну, то есть закралось сомнение, может какие-то все-таки недоработочки есть, мы это дело проверим. Об этом потом снимем ролик. Как я уже сказал, тест инкубатора Vegas продолжается. Сейчас там инкубируется 50 с лишним яиц. Единственное, что он не полностью заполнен, поэтому нет возможности замерить температуру и влажность на полном поле яиц в конце лотка. Сейчас предстоит еще одна инкубация. В ходе следующей инкубации я постараюсь осуществить такую проверку.